Март– это отличное время для поиска и посева многих садовых цветов. Предлагаю вам выбрать из предложенного разнообразия те растения, которые вас больше всех привлекают. Все эти цветы относятся к неприхотливым. Они довольно простые в уходе и выглядят декоративно весь сезон за счет цветения и декоративной листвы. Из самых популярных стоит обратить внимание на однолетние флоксы и колокольчики. Флокс Друмонда– это любимчик цветоводов. Цветет ароматными разноцветными соцветиями все лето до заморозков. Его используют для оформления цветников и альпийских горок, а также контейнеров для улиц, террас и балконов. Цветы однолетнего флокса не только надолго украсят любую территорию, но и наполнят окружение приятным ароматом. Высота кустиков разная, зависит от сорта, в основном от 10 до 40 сантиметров. Такими растениями очень красиво заполнять передний план клумб. Выращивайте вдоль дорожек и в кашпо. Это же касается колокольчиков, особенно почвопокровных видов. Колокольчики есть низкорослые, средние и высокие. Посеяв всего раз многолетние сорта, вам не придется их размножать каждый год семенами. Большинство видов этого многолетника хорошо разрастаются и размножаются обычным делением корневища. К подобным культурам относится и неприхотливая гвоздика-травянка. С помощью этого засухоустойчивого многолетника можно создать густые ковровые покрытия из сизой листвы и тонких стеблей и очаровательных розовых цветочков, которые распускаются в начале лета. Почвопокровную гвоздику с успехом выращивают даже на скудном и каменистом грунте. Она выдерживает жару и декоративно выглядит весь сезон, но по окончанию цветения сухие соцветия лучше состричь. Из менее известных цветов хочу посоветовать посеять в марте семена пенстемона. Среди этого цветка есть как однолетние, так и многолетние представители. Окраска цветов, их форма, а также размер кустиков отличаются в зависимости от вида и сорта. Есть почвопокровные многолетние пенстемоны с эффектными фиолетово-синими цветами. Есть и высокорослые с ярко окрашенными крупными колокольчиками. Не все садоводы знакомы с таким неприхотливым цветком, как брахикома. Растение интересное своим обильным цветением и ажурной зеленью. Брахикома имеет множество расцветок. Цветет с начала лета до стойких холодов. В садах средней полосы не зимует, но ее просто сохранить зимой. Если вы выкопаете кустик, пересадите в горшок и занесете на хранение в прохладное помещение. Такое растение со временем можно будет начеренковать, и вам не придется выращивать брахикому семенами. В марте высевают на рассаду очаровательную и лечебную эхиноцею. В последнее время в продаже появилось очень много ее декоративных сортов. Есть махровые гибриды с крупными ароматными цветами. Очень эффектные эхиноцеи роз матаз и пинк сорбет. Красивый сорт с лососево-розовыми полумахровыми корзинками Sun Seekers Salmon и белокремовая Sun Seekers White Perfection. Период цветения, окраска и высота кустиков также зависят от сорта. Подобрав разные растения, можно украсить клумбу и цветники на все лето до холодов. Из малознакомых и необычных цветов можно посоветовать посеять в марте семена клеомы. Вырастить ее довольно просто. Среди клеомы есть карликовые, средние и высокорослые сорта. Самые низкие высотой до 30 сантиметров, а крупные около 1,5 метра. Цветы клеомы– это настоящий фейерверк в саду. В южных регионах ее семена можно высевать сразу в открытый грунт. Очень популярный цветок для декорирования стен и заборов– это шток-роза. Ее высокие, яркие соцветия красиво смотрятся сами по себе и в качестве эффектного фонового растения. А чтобы создать красивые цветущие вертикали, уже в марте стоит посеять семена кабеи и азарины лазающей. Последние способны оплетать опоры 7-метровой высоты. Цветет обильно и долго, с июня до стойких заморозков. Цветы азарины выдерживают кратковременные морозы до -5 градусов. Если забрать эту лиану в теплицу или прохладное помещение, она перезимует. Весной ее можно опять высадить в сад.
Еще одно растение, которое украсит ваш сад даже в начале зимы, это декоративная капуста или брассика. Ее тоже высевают на рассаду в марте. Из красочных розеток этого растения составляют самые яркие и небанальные композиции. Брассику также используют для оригинальных букетов. Она неплохо сочетается даже с розами. Очень популярные в садоводстве ароматные и малоуходные травянистые лианы душистого табака и вьющегося горошка. Цветы этих летников очень приятно пахнут. А чтобы ваш сад благоухал еще и в вечерне-ночное время, посадите ароматную мативолу. По-другому ее еще называют ливкой. Чем ближе к сумеркам, тем насыщеннее запах матиолы. За это свойство растение получило народное название «ночная фиалка». В конце марта, в середине апреля можно высевать на рассаду агератум. Этот цветок отличается крайней неприхотливостью и долгим цветением, которое длится все лето до заморозков. В теплых садах агератум способен даже давать свой самосев. Из посаженных в ряд кустиков получаются красивые бордюры. Особенно хорош синий агератум в сочетании с бархатцами, которые вы тоже можете посеять уже в марте. Еще не поздно посеять на рассаду семена армерии. Это многолетнее растение отлично подходит для солнечных клумб и альпинариев. Среди армерии есть несколько декоративных видов. Есть даже эффектная почвопокровная армерия, можжевело-листная. Но самой популярной в садоводстве считается армерия приморская. Неприхотливая, засухоустойчивая. Цветет эффектными соцветиями-шариками на удлиненных цветоносах. Цветение длится в мае-июне. При обрезке отцветших цветов может повторно зацвести осенью. Если вы любитель ярких, жаростойких циний, ее также можно посеять уже в марте. Столь ранний посев важен лишь тем, кто стремится получить цветение как можно раньше. Но без досвечивания лампами я не советую так рано сеять этот цветок. Циния очень теплолюбивая и светлолюбивая культура. Без хорошего освещения ее сеянцы будут вытягиваться. Но при более раннем посеве этот цветок станет цвести с начала лета до осенних холодов. В компанию к красочным циниям можно посеять гайлардию. Этот засухоустойчивый многолетник отлично переносит жару и особого ухода не требует. Цветение длится с июня по август-сентябрь, в зависимости от сорта. Также есть разные окраски цветов. Очень популярная сортовая серия крупноцветковой гайлардии «Аризона», которая ценится за высокую декоративность, жаростойкость и длительные сроки цветения. Украсить ваши цветники на все лето смогут вербена и антиринум или львиный зев. Семена этих цветов также высевают в марте. Эти растения отлично подходят не только для открытого грунта, но и кашпо. Создать красивую серебристую подбивку в цветнике получится с помощью кустиков цинерарии приморской. Этот вид серебристой цинерарии довольно неприхотливый, хорошо переносит жару и временную засуху, удачно сочетается с яркими цветами и подходит для составления пышных бордюров. Ну и, конечно, какие же ароматные, обильно цветущие бордюры могут быть без всеми любимой душистой лабулярии. Кстати, среди однолетнего алисума есть и эффектные ампельные сорта, и даже растения с вариегатной окраской листвы. Кустики также можно на зимовку забрать в прохладное помещение, а после начеренковать. Из самых популярных сортов стоит назвать Snow Princess, Princess in Purple, Blushing Princess, сортовую серию Stream и другие. В качестве неприхотливых почвопокровных цветов также стоит посеять и берез, и арабис. В продаже можно найти семена как однолетнего, так и многолетнего ибериса. Растение привлекательно своей вечно зеленой листвой и множеством ажурных соцветий. Порой из-за большого количества цветов не видно даже листвы. Также обильно цветет арабис кавказский. Этот многолетник разрастается сплошным ковром высотой до 15-30 см. Россыпь мелких ароматных цветов арабиса радует с мая по июнь. После сад украшает его вечно зеленая листва. У некоторых сортов она имеет вариегатность. К сожалению, перечислить все растения, которые можно посеять в марте, в одном видео невозможно.
Я буду всем благодарна, кто дополнит мой список своими неприхотливыми и красивыми цветами. Не забывайте подписываться на наш канал. С нами вы узнаете о самых разных, популярных и редких растениях для вашего сада и дома. А если это видео было хоть немного вам полезным, не забудьте, пожалуйста, поддержать нас своим лайком. И до новых встреч в нашем добром саду.